Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наши встречи и разговоры с политическим философом Павлом Щелиным. А сегодня еще и непростой разговор. День какой сегодня? Крещение Господне. Павел, здравствуйте, с праздниками, со всеми новогодними и этим в частности. Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемые зрители, с праздником Крещения Господня, и рад вас видеть после нашего, скажем так, длительного перерыва. Ну, в общем-то, в этом новом году, да, это, конечно, такая первая М, встреча, и есть сразу что обсудить, потому что просто вереница, целый ворох новостей. Давайте так, ну, Трамп, это год, начало года имени Трампа. Он Мадуро выкрал, на Гренландию роток разинул, с Ираном, правда, как-то так вот не сложилось. Но, в общем, обсудим это начало года и, соответственно, какие заделы уже созданы в геополитике прежде всего. Но я хочу всех сразу как бы направить в сообщество YouTube, где анонс нашей встречи, можно оставлять свои вопросы. В закрытый клуб зрителей Шелест, там тоже анонс и можно оставлять вопросы. Чат трансляции тоже принимает вопросы. QR-код, который видите возле меня, это возможность написать их на экран. В общем, спасибо большое, что присоединяйтесь. Все ссылки на все соцсети Павла Щелина, и Patreon, и YouTube, и Telegram, и закрытая страница в Телеграме. В общем, в описании к этому видео милости просим, приглашаем, заходите. Начнем наш эфир с сегодняшнего опроса. Он звучит следующим образом. Что такое Совет мира от Трампа? Что бы вы назвали первоочередной целью? Да? Что это значит? Варианты ответов. Бизнес-проект, не более. Таран ООН, бескровный передел мира. Ну, типа, нахрапом этих распустить себе, ну, в общем, отжать ООН. Значит, союз в будущей Третьей мировой войне. Или нечто непонятное, выглядит как мертворожденное дитя. Вот такие 4 варианта. И это действительно сейчас с точки зрения глобальных заделов на 26 год это нечто интересное. Лукашенко, значит, приглашает письменно. Путина, значит, приглашает. Ну, Песков говорил, может устно, может письменно. Бумаг не показывал. Ответов от них мы не слышим. Знаем, что в Совет мира по газе, это по газе, стоит зайти 1 миллиард долларов. Вот люди и задаются этим вопросом. Павел, как вы трактуете эту новую организацию? Что это за совет такой? Ну, понимаете, в жизни Дональда Трампа были разные периоды. Был иногда период, когда у него было не очень много успехов по финансовым проектам, и тогда он организовал даже целую образовательную свою школу, проект Trump University, ни много ни мало, назвал его очень громко, обещал раскрыть секреты успешного успеха. Ну, соответственно, можно было набирать туда кого угодно за приятную денежную сумму. И, ну, опять-таки, как знаете, вот в паре лох и не лох, вот последние все время, первые все время пытаются за деньги перейти в категорию последних. Вот господин Трамп довольно успешно это стремление монетизировал. Ну, конкретно той истории в 2016 году суд признал, что история была мошенничеством, и тогда Трампу даже приписали выплатить 25 миллионов, если угодно, компенсаций. Но тогда суд был, а кто же теперь на нашего Дональда Фредовича суд-то найдет? Какой? Только если верховный американский, но вряд ли, не знаю, кто войдет в этот совет, будут иметь право подавать в американский суд на американского гражданина. Поэтому, ну, прежде всего, я думаю, эта история в этом заключена, она хорошо укладывается в жизненную стратегию. Были и другие, все эти бесконечные конкурсы Мисс Вселенной, Мисс Юниверсити, все эти бесконечные проекты по каким-то... Ну, если вы помните, последние годы, когда продажа билетов на ужин с Трампом там, в должность президента, так сказать, оно потом очень редко конвертировалось во что-то реальное. То есть конвертировалось оно для меньшинства, как правило, по другим тарифам. Но очень много людей довольно попадалось на эту, скажем так, приманку несения, так сказать, своих кровно и некровно заработанных денег в надежде получить вот этот пиар-элемент. Поэтому у меня больше вопросы, конечно, не к самому Дональду Трампу. У него здесь поведение вполне укладывается в его этику, в его мировоззрение, в его биографию.
тем, кто по какой-то или иной причине захочет, скажем так, повестись на эту разводку. Ну, смотрите, как бы по поводу разводки, это, конечно, дело такое, но смотри, ну, как бы газа, да, у всех была на устах, а теперь давай миллиард, заходи, а кого-то я приглашаю самостоятельно. У нас на самом деле в украинском медиапространстве переполох. Как это? Самого Путина позвал. Лукашенко даже позвал. То есть это как бы приглашение, он приглашает. Нет, смотрите, здесь просто работает по какой схеме. Если вам нужно провести такую аферу, ну, это вот, скажем так, из области криминалистики, то чтобы, простите, буду использовать термины, которые употребляются в этой сфере, хомяки несли свои, так сказать, деньги, вам нужно как-то эту аферу легитимизировать. Да? И вот то есть, чем больше у вас таких тяжеловесов, то есть вам выгодно условно пригласить там 10 тяжелых реальных людей за бесплатно, чтобы потом там 200-300 хомяков принесли вам скромно заработанные деньги. Но это схема любой финансовой пирамиды. Знаете, со времен МММ мало что изменилось, да, и со времен схемы Понзи. Поэтому здесь вот такие приглашения, как Путин и Лукашенко, они, ну, с точки зрения вот этой оптики, не говорю, что это сейчас единственная оптика, да, сразу говорю, там есть несколько более интересных смыслов, но это одна из оптик, которая, тем не менее, присутствует, о которой тоже надо говорить, чтобы у людей не складывалось, скажем так, слишком серьезное впечатление про эту, скажем, про эти подобные мероприятия. И вот с этой точки зрения любой там тяжеловес уровня Путина, какого-нибудь Си, какого-нибудь Моди, Папу Римского еще можно пригласить, не знаю, там кого-нибудь еще там, они дают свой репутационный капитал этой Шарашкиной конторе. Вот примерно в таком... Потому что на данный момент в этот Совет мира, это, если вы посмотрите на его членов, это люди, которые чем-то лично обязаны Трампу, они не представляют в строгом смысле государственные институты, бывший британский премьер-министр, какие-то советники непонятные, как глава каких-то инвестфондов, которые почему-то теперь совет ни много ни мало мира. То есть, опять-таки, смотрите, красивая пиар-история эпохи постмодерна. Название громко отсылает к каким-то суверенным государственным институтам, совет целый и мира. Но что это на сухом остатке? Это даже не НГО пока. То есть это даже сложно понять, какой юридический статус этого мероприятия, чтобы туда, простите, входил там Путин или прочее. Вот как раз для господ подобных там всяким Лукашенко это как раз хороший повод, личный пиар, человек сам любит эти такие истории, но пока на данный момент юридического статуса у этой структуры нет, в отличие от того же ООН, каким бы он ни был. И поэтому крайне важно на этом этапе господину Трампу продолжать видимость того, что вот это на самом деле серьезно, реально, и оно очень, так сказать, важное мероприятие. Только тогда ему понесут его заветные миллиарды. Потому что, повторюсь, это у нас на словах успешные успехи про 15 триллионов заработанных за прошлый год на тарифов, а пока у нас просто дефицит госбюджета вырос в очередной раз, и надо в этом году перекредитовывать дополнительные триллионы. Ну, то есть, собственно, количество триллионов, которые надо в этом году перекредитовывать, как раз примерно равно заявленным успешным, так сказать, прибыли от американских тарифов. Так возникает вопрос, почему просто не погасить этот несчастный долг, но вот он что-то не гасится, надо перекредитовывать, и лишние источники прибыли здесь, скажем так, нам бы не помешали. Но это вот такое, что называется, скажем так, земельное. Можно поговорить о символизме всех этих мероприятий. Дальше. О символизме поговорим, тем более, что, знаете, многие же говорили, что подходы примерно у Трампа будут одинаковые, и с точки зрения Украины и Газы тоже будет Совет мира, Трамп главный, вот это все. Это то, что объединяет 20 пунктов Зеленского и Европы и 28, которые были в первоначальном плане. Да, ни те, ни другие сейчас не стреляют, вместо этого все погрузилось в какие-то переговоры. Однако об этом позже. Я предлагаю все-таки препарировать эту историю, как сегодня. Сегодня, вчера пресса препарирует через Гренландию. Значит, Нью-Йорк Таймс вообще так и пишет. Что выберет Европа? Трамп так и пишет у себя в соцсети. Говорит, что вы с той Гренландией? Вы вот войной с Россией занимаетесь в Украине. Украиной давайте там занимайтесь. Вы не туда лезете. Вы вот, смотрите, вот ваше дело. Давайте,
разворачивайтесь. Вот эти солдаты в количестве 5, 1, 15, которые приехали, уехали, все выглядит каким-то таким фарсом. Быстро-быстро, спустя сутки, вы уже видите, то есть понедельник, вышли бюрократы на работу и придумали версию, что Трамп, ты не переживай, это мы отправили, чтобы посмотреть, нет ли там русских в Гренландии и китайцев. Вот так это все обставляет Стармер, вот так это все обставляют вот эти люди. Но если так разобраться и действительно посмотреть, так глубоко попытаться проанализировать, получается, что Гренландия и Украина – это прям такой себе абсолютно неочевидный выбор. То есть Европейский Союз, который впервые столкнулся с агрессией, аннексией своего члена, его члена территории, а он, получается, должен вот этим туда все силы бросать, должен защитить себя. А ему указывают, вон, смотри, там война в Украине, иди туда. Очень интересная диспозиция. Так что выберет Европа, Гренландию или Украину? Давайте все-таки уточним, чтобы быть ради точности. Пока не аннексия, а угроза аннексии, пока не агрессия, угроза агрессии. Но вообще эта история говорит немножко нам о другом. Она говорит гораздо более интересно, чем эти рассуждения, вообще сам тезис господина Трампа о том, что Гренландия должна быть американской, потому что Дания не может ее защитить. Если вы помните, то этот тезис, потому что это из всех этих разговоров, наверное, это единственный, кто-то ему подкинул, действительно политфилософский и даже с точки зрения теории международных отношений интересный постулат. Что такой тезис означает? Он на самом деле, если его развивать последовательно, означает ни много ни мало полный пересмотр основополагающего принципа того самого международного права, которое нет. Не то чтобы мне это лично было, как я был бы против, потому что, как вы знаете, на ваших эфирах я последовательно настаиваю на том, что международного права не может существовать. Но очень интересно это с точки зрения тех людей и объединений, которые всю свою карьеру и всю свою идентичность на существование этого международного права построили. Потому что в чем тогда прямое логичное следствие? Если единственным условием, не единственное, если одним из реальных условий по овладению территориальным суверенитетом является способность эту территорию защитить, причем потенциально от любого врага, там же тоже интересно, Дания же должна защитить эту территорию не просто от соседа, она теперь ее должна защитить от России и Китая, тоже очень интересная постановка вопроса, то сами можете представить, сколько вообще территорий и государств на сегодняшний день можно называть государствами. Очень мало. То есть, прежде всего, от подобных рассуждений господина Трампа должны условно было вздрогнуть вся Прибалтика, вся Украина, всякие там Тайвани и прочие, многие так называемые маленькие государства. Потому что, разумеется, весь суверенитет так называемых современных маленьких государств висит на допущении, прописанном после Ялтинско-Потсдамской системы, то, что применение военной силы против них является чрезвычайным обстоятельством. Там это по факту, а де юре вообще недопустимым. То есть можно вообще быть каким угодно государством, разоружиться как себе угодно, и при этом, прикрываясь бумагой международного права, настаивать на своих священных границах. Исторически тезис полностью ничем не обоснован, но это та реальность, в которой мы жили последние примерно 80 лет, и вольно или невольно господин Трамп эту реальность своими высказываниями подрывает. Если он пойдет на этот шаг до конца, то он ее, конечно, разрушит окончательно. Но опять-таки не он сам, а он просто, скажем так, станет катализатором этого процесса. Что, конечно, например, прекрасно очень будет хорошо для России. Да, если однозначно нужно. Простите, потому что давайте, это очень важный момент. Это нельзя пускать, что это само собой разумеющееся. Хорошо, эту мысль мы слышим. Однако, давайте так по-честному. Значит, Трамп же еще одну вещь сказал. То, что вы там приплыли на лодках 500 лет назад, ничего не значит. То есть он подрывает еще и эту
историчность Земли, ну или, да, вот это вот Нет, этот момент. он не... Ну, да, это замечательно, очень хорошо. Знаете, тут, конечно, в Америке очень забавно было на эту фразу смотреть. Знаете, тут как бы, как это, тема Чероки и Семинолов не раскрыта, да? Простите, кто тут на лодках когда приплыл и куда? Это вот очень интересный момент. Нет, скорее здесь речь идет о том, что простых лодок недостаточно. Ну, то есть, то, что он говорит, это ладно. На практике из этого следует вывод, да, то, что историческое право должно быть подкреплено силовым ресурсом. Применительно к России, опять-таки, почему я считаю, что почему это объективно выгодно, потому что если в условиях мира, где сила является единственным источником права на владение той или иной территорией, страна с крупнейшим ядерным потенциалом и крупнейшей сухопутной, одной из, на данный момент крупнейших сухопутных армий явно находится в более комфортном положении, чем страны, не обладающие крупнейшим ядерным арсеналом и крупнейшей сухопутной армией. Применительно к этому, в случае прямой аннексии Гренландии, осуществления этих угроз, любые претензии к России относительно Крыма, Новороссии, Донбасса выглядят, мягко говоря, непоследовательно. Единственный аргумент на вопрос, почему, условно, Россия это сделала, это даже не тот что аргумент, который российская сторона будет пользоваться, а просто который является последовательным в таком мире, потому что можем. И попробуй возрази. И попробуй возрази. И это принципиальный момент. И это не отменяет исторического права, более того, это не отменяет историосовского права, но это самое важное на данный момент приводит нас к необходимости к разговору о праве и об его источниках в системе международных отношений. Потому что очевидно, что старая система, когда право – это то, что признала ООН, это бумажка, не подкрепленная никакой реальной необходимостью, себя исчерпала. То есть очевидно, что система, в которой право является, скажем, как вам объяснить, право не подкрепляет за собой реальных обязанностей, вот, я бы так это сформулировал, а именно такую систему построил он, потому что в строгом смысле, если тебя признал он, никаких обязательств у тебя нет. Действительно так и есть. То есть ты уже как бы можешь позволить себе, в принципе, творить, что хочешь, да? Не работает. Но точно так же, давайте отметим, явно интуитивно для нас некомфортной является система беспредела, да? То есть когда вот тот стиль, в котором происходит действие американской внешней политики, да, в частности, много пиара, похищение лидеров, так сказать, какого-никакого государства, это все тоже вызывает очень много вопросов. Это такой, знаете, вот именно предел might makes right, да, то есть вот эта сила рождает право. И поэтому мы возвращаемся к вашей постановке. То есть, скорее всего, истина лежит, повторюсь, для меня где-то посередине. Истина находится в том, что, разумеется, право не рождается, что право действительно берется свыше. То есть и в мире просто это выше является не он, а это выше является именно вот то самое историософия, по сути, божественное право. Но это божественное право само по себе ничего не значит, если у тебя нет критической массы людей, технологий, ресурса, которые готовы за это право убивать и умирать. И вот так, на пересечении этих двух линий, мы приходим примерно к той картине, мне кажется, в рамках которых и будет двигаться дальнейший миропорядок. Не сразу. Сначала мы пройдем еще через очень много довольно таких тревожных, позорных элементов. И поэтому так важно, уважаемым зрителям, в эту эпоху информационного шума все-таки выдерживать определенное спокойствие. К чему я имею в виду? Говоря о вот этих символических последствиях действий господина Трампа, я напоминаю, что пока реальных последствий на самом деле очень, очень мало. Своими действиями против Венесуэлы в первые дни, которые казались огромной силой, он пока что силу-то не проявил. Условно, да, удалось купить несколько там политиков, да, удалось похитить Мадуро. Но где эти реальные там успехи? Где реальное сотрудничество венесуэльских властей с Америкой? Где реальные мифические триллионы нефти? Пока это все является, опять-таки, воображениями в Твиттере господина Трампа. Тем не менее, то же самое с Ираном, да? То есть мы можем командовать протестами в Иране из Твиттера, но мы видим, что если есть критическая масса людей,
в силовых структурах, ну и в том числе в населении, которое не готово соглашаться на колониальное управление из твиттера американской администрации, то тоже этот гениальный план не очень-то и работает. То есть в чем, теперь суммируя, мне кажется, провиденческий характер есть действий господина Трампа. По абсолютно своим причинам, которые на самом деле страшны. Я думаю, мы еще поговорим немного про этику, которую господин Трамп тут сформулировал на днях, про то, что я сам себе источник всего. Это очень, на самом деле, философски далеко идущее заявление. Он не дает возможности, как вам объяснить, прятаться за словами людям, которые не готовы за свои слова отвечать. В этом контексте очень характерно выглядит Европа. То есть, что происходит? Если бы Европа на практике готова была воевать за Гренландию, то господин Трампа отступил. У него нет силы, если угодно, сделать ничего против людей, которые хоть во что-то верят и которые стоят на своих ценностях, на своей идентичности, на своей, скажем так, верности к какому иному принципу. Но подобно Хлестакову, из знаменитого романа Гоголя «Ревизор», он очень хорошо, как даже, можно сказать, как неотразимое оружие, действует против людей, которые в принципе уже ни во что не верят, которые в принципе уже во все проворовались, но думали, что титулы, слова, то есть формы, защитят их сами по себе. Вот форма без содержания против господина Трампа не работает. Но он в этом плане действительно, как Листаков, выступает как такой великий хам, великий, даже, если мы вспомним Николая Васильевича Гоголя, то Хлестаков – это вообще-то его литературное изображение антихриста. Да? И он очень показывает, что вот эта фигура действительно обладает просто неотразимым действием против людей, которые, по сути говоря, против грешных людей. Но заметьте, повторюсь, насколько Трамп и вся его внешняя политика бессильна против тех, кто его не боится и кто готов, если что, на предельную цену. Мы вспоминаем хуситов, мы вспоминаем даже действия той же России в последние годы, потому что на этом фоне как-то у него одно большое разочарование. Я думаю, мы еще это увидим в Газе. То есть, я думаю, мы еще увидим финальное сопротивление Хамаса. Просто по той причине, что тот знаменитый план Трампа предполагает ни много ни мало выселить всех палестинцев в Сомали. Поэтому это гениальный, конечно, план, очень удобный Израилю, очень удобный господину Трампу и его бизнес-проекту. Боюсь только, что палестинцы могут с ним не согласиться. И вот этот вопрос, да, если они с ними не соглашатся, у них появляются шансы. Если они согласятся на переселение в Сомали за деньги, то да, против них, условно, все вот эти действия господина Трампа будут сильны. Но, к сожалению, в этом есть, повторюсь, большая положительная сторона, потому что слишком долго мы жили в том мире, где мы думали, что слабость сама по себе, без готовности, то есть слабый может быть защищен просто потому, что он слабый, а не потому, что он готов нести предельную цену за то, во что он верит. И вот Трамп вот эти покровы действительно своими действиями, возможно, даже, по моим ощущениям, не намеренно, но срывает. И поэтому в этом смысле. Оцените, пожалуйста, силу противодействия Трампа в последнее время. Значит, понятно, что очень много мерча. Например, кепочки, мага, Make America Go Away. Прям... Мига, Make Iran, Все Make Iran Great Again. Давайте тоже, в общем, проваливайте. Я уже жду, когда раскрутят вот это, помните, историческое Yankee Go Home. Вот такую вот такую еще тему можно было поднять. Немцы вроде как против, но как-то говорит, на чемпионат футбола к тебе не поедем. По футболу мировой чемпионат, в том числе Америка принимает в этом году, 26-й год. Все, не поедем. А мы там еще какой-то... В общем, ответ какой-то несоразмерный. Пока пиар-ответ. Да. Пиар-ответы, но реальные же деньги. 10% пошлины, так-то на минуточку. А это уже все-таки про бизнес. То есть мы не видим никаких... как вы оцените, картинку и суть противостояния Трампу? Вот то, что сейчас демонстрирует Европа. Я, кстати, давайте все-таки будем откровенны. У нас есть две таких жирных новости к этому часу. Первое, это то, что пролетели там истребители и заправщик французский и датский над Гренландией. И второй, Макрон говорит, я не пойду к тебе в Совет мира, Трамп. То есть
Мы видим, отпор какой-то пытаются давать. Нет, давайте опять-таки по порядку. Если объективно, Европа находится в тяжелом положении в этом противостоянии. Ну, собственно, если бы она не находилась в тяжелом противостоянии, господин бы Трампа на нее не давил. Я напоминаю, что весь принцип бизнес-стратегии господина Трампа – это стратегия «дави слабого». У него со времен нью-йоркского девелопмента и со времен его шоу «Картины» ничего не изменилось. Господин Трамп, как вам объяснить? Ну, психологически. То есть, для него крайне важно сохранение его имиджа. То есть, реальность ему вообще не важна. Ему важен имидж. И поэтому заметьте, что с теми людьми, которые он считает сильными, он крайне слабо с ними выглядит и все время пытается, наоборот, увеличить свой внешний капитал за их счет. Поэтому в каком-то смысле, чем хуже к нему относиться, да, то есть чем сильнее к нему относиться, чем жестче ему давать в отпор, тем больше он тебя будет уважать, тем больше он перед тобой будет пересмыкаться. И наоборот, если, соответственно, пытаться угождать ему, то он это считает как слабость и, соответственно, начинает давить на тебя еще больше. Европа объективно попала в ловушку, потому что ее, простите, 80 лет стратегии со времен создания НАТО не предполагала такого сценария, что во главе, так сказать, НАТО оказывается президент, который относится к этому как, с этикой мафиози, и который, условно говоря, пытается действительно использовать НАТО как инструмент удовлетворения исключительно своих личных амбиций. Все-таки ценности НАТО, как вам ни крути, они последние 80 лет, вот все эти поколения чиновников искренне воспитывались про вот что-то там, про демократию. Ну, короче, суммируя, про цветущий сад с Борреля, да, в широком смысле этого слова. И надо понимать, что этот цветущий сад Борреля, западная цивилизация, американская демократия, она все-таки шире, чем американские интересы. Да? Это, по своей логике. То есть не предполагалось то, что там желание Америки получить Гренландию будет условное, да, которое на самом деле статьи о желании Америки получить Гренландию, они всплывали там и в середине 20 века, и позже. То есть эта тема иногда всплывала, но она серьезно как бы к ним мало кто относился. Никогда не предполагалось, что Америка будет готова на силовые, скажем так, действия в рамках этого вопроса. Ну, соответственно, Европа в рамках НАТО точно не готова. К чему ее жизнь не готовила, так это к силовому противостоянию с Америкой. Плюс, как вы правильно вспоминали ранее, есть конфликт в Украине, война в Украине, в которую Европа прямо вовлечена и объективно потратила уже довольно много ресурсов на это противостояние. Поэтому последнее, что ей улыбается, это ведение непосредственной войны в Гренландии с Америкой за территориальный статус этой земли. Другое дело то, что реально эта война им не потребуется. То есть не забывайте, что пиар-стратегия господина Трампа все-таки тоже вряд ли предполагает, что прямую военную операцию в Гренландии, там, не дай бог, самолет упадет. Ну, понимаете, вот пиар-картинка, там, не знаю, датчанина, страдающего в американца на гренландской военной базе, это последнее тоже, что нужно господину Трампу перед промежуточными выборами в Конгресс. Да? Поэтому история, конечно, напоминает огромный цирк. Я наверное, вот на эту, скажем так, территорию подчеркну, что, смотрите, на символическом уровне происходит довольно высоко. Тема пересмотра базового фундамента международного права – это высокая тема. Но на уровне реальных пока событий, реальных последствий происходит трагикомический цирк. Пока что этими событиями, на самом деле, США вредит больше всего себе. Поэтому почему говорю, что это для России хорошо? России, на самом деле, и даже не сколько нынешнему руководству России, а исторической России нужен слом международного права. Действительно, это право написано против России исторической. Это можно долго на эту тему говорить. Но сама она делать это никогда не будет. И тут господин Трамп, по сути говоря, ломает эту систему. Объясню почему. Банально. Потому что согласно вот этому пресловутому историческому праву у России такие же международные права, как у, простите, Эстонии. Объективно такая система не может устраивать ни одну великую, простите, державу. Россия постоянно апеллирует к международному праву. Я знаю, да. Это вот ее трагизм. Тут я ничего не могу сделать. Это наследие дипломатии Советского Союза, в котором они... В общем, поколенческая история. Я думаю, лет через 5-10 перестанет. Особенно, чем больше господин Трамп работает, так сказать, над этими усилиями. Так что я говорю, поэтому для России это хорошо. Но пока, более того, это хорошо Трамп делает, громя свою репутацию.
прежде всего. Потому что именно на этом фоне, ну, очень много маленьких стран так или иначе возникнут вопросы. А очень много больших стран России, которые слишком долго игрались в игру, мы тут будем очень мудрым, большим, хитрым драконом и будем отсиживаться и ждать, все-таки тоже возникают к нему вопросы. Потому что очень много говорили о том в первые 10 дней этого года, то сколько как Россия кидает союзников. Я напоминаю, то, что юридически у России всего два союзника – Белоруссия и КНДР. Все остальные союзниками России не являются. То, что там придумали СМИ, это один вопрос. Реально гораздо больше репутационно на этом фоне терял Китай. Да? То есть в первые Да, 10 тут дней вопросы... очень важно. Смотрите, договор с Ираном, он за военно-промышленное сотрудничество. Это не союзный договор. Договор. Китай точно такая же история. Очень тесные там интеграционные вещи. Но это не союз Китая. Действительно, КНДР и Беларусь. Вот тут два союза. Вот именно союза в полноценном смысле этого слова. Ну, это просто важный нюанс, потому что все действуют по этой схеме. У Китая же гораздо больше была ставка на вот эту мягкую силу, на дипломатию улыбок, на экономическое сотрудничество. Трамп показывает, что экономическое сотрудничество не стоит ничего, если ты не можешь это экономическое сотрудничество защитить. Это правда. Но делает это очень важно. То есть это правда. Но правда и то, что делает он это реально ценой падения американского, скажем так, стратегической привлекательности. Что я имею в виду? По крайней мере, в старой системе. А новой системы пока нет. То есть, опять-таки, он ломает старую систему. Ни один бизнесмен, к сожалению, не сможет себе позволить нормально инвестировать в США, пока, простите, ваша тарифная ставка может измениться в любой день по причине того, что президент встал с левой ноги и сдает пошлины, простите, вот этим указом. Да? То есть это понижает, это объективно так. Ну, опять-таки, в современной экономике, где маржа-то является далеко не такой большой, ты, простите, не знаю, развиваешь свое производство несчастное там резины в США по какой-то причине, не знаю, из головы беру, тебе внезапно повысили пошлость, у тебя резко упала маржинальность по причине с тобой вообще никак не связанной. Да, это означает, что надо ехать в Вашингтон, опять давать деньги, чтобы тебя вносили в список, которые тебя исключат. Заметьте, все эти пошлины работают по этому принципу, но это очень сильно снижает, скажем так, способность к долгосрочному инвестированию. К схемам, да. То есть, если твоя цель быстро сделать красивый пиар-схематоз, простите, то да, это пожалуйста. Это такая схема тебе никак не навредит. К стратегическому инвестированию, особенно к цели возрождения американского промышленного так называемого могущества, о котором говорят часть Вашингтона, Элдридж Колби, всякие, Ванс, условно, группа Ванса, которая реально хочет это сделать, это объективно вредит, потому что для стратегии вам нужна прежде всего хоть какая-никакая предсказуемость. Да? То есть, если у вас эта предсказуемость элементарно ломается каждый месяц в зависимости от того, кто как назвал кого в Твиттере, это плохая система. Да? Но опять-таки, почему это хорошо? Потому что это рождает большой запрос к пересмотру мировых экономических правил. Очевидно, что вот эта мантра о том, что экономика может быть нейтральной, а политикой мы тут заниматься будете отдельно от экономики, перестает быть самоочевидной уже для критической массы. Надо быть уже совсем слепым сегодня, чтобы этого не понимать. И это тоже хорошо, потому что, опять-таки, добровольно мировая наша, скажем так, элита от нее бы отказываться не хотела. Она же слишком удобная была система, где можно было эти сказки рассказывать. А вот теперь приходится, так сказать, задаваться серьезными вопросами. И опять-таки то, что США в каком-то смысле подталкивает своими действиями сегодня все остальные акторы к моменту истины, к моменту встречи с тем, насколько твое слово соответствует твоему делу, ценой потери собственных преимуществ, собственного авторитета, собственного вот это, скажем так, мягкой силы, промыслительно это великолепно. В день крещения можно только воздать славу Господу за такие великие чудеса, которые мы лицезреем. Павел, по поводу переговорного трека, который как бы идет. Он идет. Идет. И в Давос едет Дмитриев, и Дмитриев съездил в Майами. Оттуда не вылазит украинская делегация. Вот был недавно тоже визит. Давос вообще возлагали большие надежды, а сейчас пресса пишет все в Гренландии. Все в этих красно-белых цветах, поэтому извините, то есть Украина вот как-то Приходите так. На недельки. Параллельно с этим Зеленский
проводит встречи, ну, там делает переформат своего аппарата, да, там заводит Буданова, вроде как убирает Ермака, но Ермака далеко не убрали, он не служит, он, говорят, в обойме. Точно так же вот сегодня показательный момент, он встречался с действующим и бывшим главой СБУ Малюком, который как бы взерепенился, мол, там Ломов подключили, публичную плоскость, мол, но все равно с ним встречается. И вообще со всеми встречается. Короче, какая-то вот у него идет игра вот эта политическая внутренняя. Но на внешнюю сторону я, если так вот обратиться, да, вовне, мы можем сделать определенный вывод начала 26 года, что история с принуждением к миру вообще уже отметена. Но это конец этой истории. То есть никто никого принуждать к миру уже, ну, в общем-то, не собирается. То есть я правильно фиксирую этот временной лаг, если раньше мы там говорили, Трамп, а он там надавит как-то на Россию, а как-то на Киев, и вот усадит, а они сядут, и вот это все, и Нобелевская премия. Сейчас он как вышел, сказал, говорит, значит так, норвежцы. Я обиделся. Я обиделся. Ну, вот это как раз прям тоже прекрасно укладывается в его психотип. Нет, давайте серьезно. Про мир это звучит очень жестоко сейчас на фоне тех трагедий, которые испытывает Украина. Другое дело то, что, опять-таки, причинно-следственную связи этой трагедии надо понимать. И главная ее причинно-следственная связь, напоминаю, Зеленский обещал блокаут в Москве, но вот блокаут получился, но не совсем в Москве. Ну, собственно, это, если вы помните, паттерн всей этой войны. То есть, вот очень важна причинно-следственная связь этих событий. Именно благодаря действиям украинской власти, которые с военной точки зрения тоже абсолютно понятны. Ну, есть удары по российским НПЗ, удары по портам, блокада черноморской торговли. То есть, заметьте, всегда вот те действия, которые потом приводят к трагедиям в Украине для гражданского населения, действительно являются ответом России на определенную эскалацию асимметричную эскалацию со стороны украинской власти. К чему я это упомянул? К тому, что на этом фоне действительно тема Украины становится тем, что мирный процесс есть, а мира нет, и мир не будет. Потому что мы с вами говорили это, и я буду это повторять. Война между Россией и Украиной не является войной, которая может завершиться иначе, чем капитуляция той или иной стороны. На данный момент, пока Украина капитулировать не готова, ну и Россия пока капитулировать тоже не собирается. Но вы сейчас подразумеваете, что Россия и Украина – это две отдельные субъектные стороны. Обе. А я вот, я подразумеваю, да, то, что Россия является субъектной стороной в вопросе капитуляции, так точно. И более того, я имею основания, все нам показывает, что и Украина является субъектной стороной в вопросе капитуляции. Я напоминаю то, что я называю негативный суверенитет. Напоминаю, что негативный суверенитет – это способность сказать «нет», но не способность сказать «да». То есть Украина действительно не обладает возможностью сейчас создавать, и она не обладает возможностью победить, но она обладает возможностью выбрать смерть. Вот это надо понимать. Этим суверенитетом Украина действительно обладает, украинское руководство. Никакой Трамп, как мы выяснили за год, не может отдать Зеленскому приказ. Зеленский, подписывай капитуляцию. Точнее, он может ему сколько угодно его отдавать, но Зеленский говорит нет. Он говорит нет, вот у меня свой план мира, давайте обсуждать его. И по той или иной причине, вот опять-таки обратите внимание к началу разговора, тех, кто реально хоть на чем-то стоит, Трамп сдвинуть не может. Реально не может. Он оказывается в ловушке пиар-игр, и вот это начинается, вот этот тоже дурной театр, который мы наблюдаем весь этот год. Реальные условия мира, на самом деле стал дальше за этот год, по той причине, что после всей этой дурацкой мхатовской паузы, я напоминаю что последнее заявление Владимира Путина, которое тут тоже особо одаренные проинтерпретировали как смягчение позиции, на самом деле уже является ужесточением позиции. Потому что, по сути, в дополнение к Стамбулу плюс, Путин сказал что теперь Россия серьезно рассчитывает на возврат к меморандуму Рябкова. А в меморандуме Рябкова идет вывод
инфраструктуры НАТО на границе 97 года. Ни много ни мало. Тут, конечно, очень интересно действительно разыгрывается партия с Гренландией. Что делать, если НАТО становится антиевропейским институтом? Да? То есть вот здесь уже можно что-то серьезно обсуждать. Там же говорят вообще, будет ли НАТО, Павел? Ну, будет ли Тем НАТО? более. Ну, смотрите. Будет ли НАТО? Ну, если НАТО не будет, то для Европейского Союза здесь возникают большие вопросы, потому что НАТО являлось силовым плечом Европейского Союза именно в такой формулировке последние 30 лет. Но тогда возникнет другой вопрос, потому что проблему нейтралитета никто не снимал. Заметьте то, что требование о полном нейтралитете того, что останется от Украины в контексте, неважно, какие войска под каким флагом, если они там из определенного списка стран, тоже никуда не снимал. Более того, обозначены новые территориальные, скажем так, запросы на следующий год, если Стамбул плюс удовлетворен не будет. Мы их слышали от Лаврова. Это Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одесса. В дополнение к 4 регионам. Вот вам реальная обстановка. А так, на словах, конечно, господин Дмитриев будет постить фоточки со Скиром Стармером. Опять-таки, Россию полностью устраивает раздрай там, между европейцами и американцами. Если он в той мере, в которой он реален, по крайней мере, он им точно не вредит. Но при этом заметьте, что в последний месяц риторика в адрес господина Трампа, среднее российского руководства, тоже изменилась. Она стала гораздо более жестче и конкретней. Поэтому, честно говоря, для меня очень большой вопрос, зачем едет господин Витков с господином Кушнером в Москву. Ну, наверное, в очередной раз послушать лекцию, в очередной раз сверить часы. Возможно, попытаться сгладить, мягко говоря, недоразумение, оставшееся после попытки убийства Владимира Путина беспилотниками. Вот все эти события мы будем тоже наблюдать. Но, повторюсь, все вот эти разговоры о том, что сейчас мы тут хитрый план, а вообще все не так плохо. Нет, все гораздо хуже. Для Украины все гораздо хуже, чем говорят ваши, так сказать, спикеры. Это я вам могу гарантировать. Смотрите, у меня тогда вот такой вопрос, и он очень важный на самом деле, ввиду морозов, которые ударили, ввиду Крещенских, да. гуманитарной катастрофы, которая сейчас вот в Киеве, в столице, да, ну и в крупных городах. Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса. Графики отключений света, выкатывают полевые кухни на улицу с сегодняшнего дня из резервов кабинета министров. Что не мешает ТЦКшникам ловить мужчин, которые приходят к этим кухням. Ну, это, если честно, особый цинизм, понимаете? Когда пункты обогрева, а там, как это, ну, это просто люди смотрят, а там нацгвардейцы с автоматами в Киеве. А все думают, подожди, а это что, чтобы кто-то чай без очереди горячий не брал? Да, вот там нацгвардеец с автоматом. Он же как бы на фронте нужен, он же воюющая же страна. То есть у людей на самом деле начинается абсолютно меняться восприятие вот, вот этого всего, то, что рассказывают по телевизору, да, то, что рассказывает телемарафон, как потужничает Зеленский. Очень сильно начинает меняться. Ну, это, если хотите, можем отдельно обсудить. Это прям очень интересно. С точки зрения украинцев, да, вроде как, да, растет, ну, там, негатив, вот там Путин обстреливает, убивает вот эти. Но все как-то резко начали говорить, такая, Миндич деньги спер. Ну, да, это же защита. Так, нет, то понятно, что Путин там такой-сякой агрессор. Ну, а вы что? Тут даже вот эта вот певица, очень известная, украинская, примадонна украинской эстрады, потому что других нет, повыгоняли всех к чертовой бабушке, вот это вот за русский язык и за русскоязычные песни. Она одна осталась, такая голосиста. Тина Кароль попала просто как курва щип. В каком плане? Она написала абсолютно милую, добрую, хорошую песню. У нас нет света, у нас есть тепло. Нет тепла, но есть мы друг у друга. Давайте любить друг друга. Вот это вот все. Это все как бы она начала форсить традиционным образом в ТикТоке. Снимает себя на камеру, открывая рот. На фоне электрощитовой, на фоне там еще темени какой-то. Все звезды начали тоже сидеть в шапках, там, что мы тоже ближе к вам, люди. А украинцы по-другому реагируют, говорят, ты чё? Или вообще поехала не в контексте, или что с тобой? Ну, говорят, украинцы пишут, это и Тины Кароль. Они не могут сказать Зеленскому, они не могут сказать ТЦКшнику, они не могут сказать правительству, а Тине Кароль они могут сказать. И переделывают ее песни, высмеивают и так далее, и так далее. А у Зеленского рейтинг 62% сегодня КМИС нарисовал. Понимаете, какая история? Если вот, ну смотрите, про украинцев сейчас вы скажете. У меня
магистральный вопрос. Мы всегда с вами, беседуя, говорили, Россия как-то не так ведет войну. Ну, типа щадяще, как-то вот, чтобы мирное население не страдало. Я так понимаю, с началом 26 года мы это тоже перешагнули и перелистнули. Ну, еще не до конца, все-таки не Газа, но понятно, что чем дольше продолжается война, это, к сожалению, скажем так, это гражданское миролюбие будет снижаться, ну, объективно, да, то есть в эти военные объекты. Тем более, повторюсь, напоминаю то, что если мы смотрим на причинно-следственную связь, то просто смотрите на простую вещь. Вы не можете бесконечно щадить гражданское, гражданское население дощает, но вы не можете щадить критическую инфраструктуру врага, если этот враг вам устраивает блокауты в Белгороде, атакует последовательно, повторюсь, МПЗ, атакует гражданскую инфраструктуру портовую от Санкт-Петербурга до Новороссийска, атакуют аэропорты постоянно. Понимаете, если бы украинцы... То есть, понимаете, в чем проблема? То, что российское ПВО работает и минимизирует последствия постоянных налетов дальних беспилотников на российскую инфраструктуру, не значит, что их не происходит, да? Просто в это, повторюсь, в военной контексте есть прямая следственная связь. Я понимаю, что с точки зрения того нарратива, который с 22 года существовал в украинском обществе, война должна была идти примерно так. Мы можем атаковать любой объект на территории Российской Федерации, потому что мы жертва, а они нас вообще не могут атаковать, потому что это нечестно. Я хорошо понимаю эмоционально, почему этот нарратив работает, но, простите, это с логической точки зрения является абсолютным безумием. Если говорить о состоянии украинского общества на данный момент, и почему я считаю, что пока Зеленского еще не так много что угрожает. Павел, я одну секундочку, с вашего позволения, я просто апеллирую к своей аудитории, это важно. 24 августа, День независимости прошлого года, выходит Зеленский и говорит, мы не жертва, мы боец. А сегодня он с малюками и всякими СБУшниками подписывает новый план операций по территории России. Вот как бы это в подтверждение ваших слов. Продолжайте, пожалуйста. Ну, к сожалению, это такая вот, повторюсь, трагедия, действительно. Главная же трагедия украинского общества, почему оно сейчас в ловушке, мне кажется, когнитивной, оно сейчас находится. Два момента. Первое. И вот история Стена Кароля, оно к этому, мне тоже кажется, имеет отношение. На практике в Украине существует глубоко феодальное, даже в худшем виде, в смысле этого слова феодальное, общество 17 века. Мы с вами много раз обсуждали его структуру. Крепаки, подпанок, магнат, вольный казак, сечевой казак, реестровый казак. И вся вот эта история. То есть у вас есть реестровые казаки, у вас есть сечевые казаки. То есть реестровым деньги самим платят, у вас есть... они богатые, элитные бригады, у вас есть там сечевые казаки, которые на жизнь условно разбоем зарабатывают определенные батальоны. У вас есть козацкая голодьба, это те самые, которых надо в посадку кидать, и которых никто не считает ни свои, ни чужие. У вас есть крепаки, которых, собственно, внутри положение такое же, как голодьбы на фронте. У вас есть магнаты, ну, вот это, у вас есть еврейская гетто, которая сидит за своим забором и трясется в ожидании, с одной стороны, погромов, с другой стороны, зарабатывать, как говорится, будучи шинкарем в таком коллективном украинском устройстве. В общем, все по Бульбе, да? Все по Гоголю, все по Бульбе. Проблема в чем украинцев? Внутренне-то они с этим устройством общества, на мой взгляд, в целом согласились. Причем давно, причем последовательно. Но это согласие внутреннее, оно же предполагало всегда, что ты-то внутренне оказываешься в элитной группе. Но ты-то не будешь этим крепаком, да? Условно, да? А вот теперь, условно, вот эта Тина Кароль, ее песенка, реакция на ее песню показывает, что вот это внутреннее согласие столкнулось с очень неприглядным внешним видом того, на что я согласился. Но поскольку злиться на самого себя и принимать ответственность за свой собственный выбор я не буду, вот как вы дальше описали, нормальный психологический механизм спуска этой самой агрессии. И это первое. Второе, это еще более. То есть первая проблема. Украинское общество внутренне согласилось с устройством жизни по образцу середины 17 века, но не согласилось с последствиями жизни
по этому устройству. И вот разрыв между, скажем так, 17 веком реальностью и моими ожиданиями от него, вот они лицезреют на словах. Ну, плюс тут еще, простите, разрыв. Формально-то украинцы остаются все тут гражданами равными, да? В каком-то смысле было бы проще, если бы Верховная Рада официально ввела все эти, знаете, разделения. Выставила четко список, кто тут пан, кто тут магнат, кто тут крепак, кто тут подпанник, и какую таксу надо юридически платить, чтобы входить в тот или иной реестр. Это, кстати, дарю идею в кавычках. А вот вторая причина, это в том, что по поводу войны. Мне кажется, внутреннее украинское общество прошло сейчас к 26 году определенный этап, где, в принципе, есть смирение с отсутствием возможности реальной победы. Это правда. Но нет пока и близко готовности принять поражение. То есть это такой промежуточный этап. То есть победы нет, но и на поражение мы не согласны. Поэтому давайте сторгуемся на ничью. Но на ничью еще можно было сторговаться в 2022 году. Предлагали не раз. После 24-го, повторюсь, года, а сейчас уже 26-й, реальное минимальное условие мира, которое на самом деле, если бы в Украине был хоть один государственник, он бы давно бы должен был за него ухватиться, это был Стамбул плюс. Но прошло 2 года, думаю, что, повторюсь, даже это предложение уже постепенно уходит с повестки дня. И заметьте, что эти 2 года украинцы потратили, обсуждая то, что, нет, знаете, это перебор. И даже нет, знаете, выход из Донецкой области, это перебор. Нет, давайте нам, пожалуйста, еще и Запорожскую, сказать, станцию в придачу, и вообще нам Путин сейчас еще тут все вернет, просто потому что мы такие красивые, и мы жертвы. Но вот понимаете, да, то есть как работает этот психологический механизм. Неспособность встретиться глазами с реальностью, да, которая, о причине скажу дальше, приводит к тому, что тратится драгоценное время, и на каждом следующей итерации вы все больше и больше в себя загоняете в ловушку катастроф. Что порождает следующую проблему? Кто возьмет ответственность за все это? Я напоминаю то, что сейчас ключевая же проблема будет даже именно в том, кто возьмет ответственность за капитуляцию. И заметьте, что все даже альтернативы Зеленскому говорят исключительно в языке победы. То есть, условно, формально. Либо победы, они говорят о мире, но тоже как о победе. То есть, не готовы, опять-таки, принять на себя вот эту реальную ответственность. И даже так самые прогрессивные спикеры говорят, я так и быть поеду, так сказать, в Москву, но мы, конечно, там будем торговаться за то, что мы никогда не признаем никакие изменения. Тем самым война гарантированно продолжается, тем самым гарантированно следующее предложение будет хуже. И здесь мы приходим к главной уже психологической причине, которой уже, повторюсь, подвержены даже самые, на мой взгляд, умные мыслители, которые продолжают держать себя в, скажем так, в поле именно украинской идентичности, это вот то самое, опять-таки, сформулированное Владимиром Зеленским. Он тут, на удивление, на мой взгляд, является глубоко органичным архетипу, что в истории есть закон, что агрессор всегда не прав, и агрессор всегда платит. Здесь циклируемся на господина Трампа. Тут вот прям точно стрелочка начинает поворачиваться очень плохо с Венесуэлой, с Гренландией, с Ираном, да. Опять-таки, на честную позицию, которая была, допустим, сформулирована в начале этого года Дмитрием Некрасовым, что нет, только недоразвитый агрессор всегда не прав. А если агрессор развитый, то тогда ему можно. Но эта позиция хотя бы последовательная. Я с ней не согласен, но она хотя бы внутренне последовательна. Но украинцы даже это сказать в массе своей не готовы, потому что они тогда понимают, что относительно России они проигрывают. Это что же надо понимать? В этом-то состоит трагедия. А в реальной оппозиции я вам говорил, то, что за поражение в войне платит всегда проигравший. Очень просто, да? И вот поэтому понятно, почему происходит такое цепляние за то, что признать себя проигравшим мы не готовы. И вторая история, то, что пока остается вот эта логика, то, что Россия является абсолютным мраком, поэтому мы не можем ее проиграть. Потому что если мы проиграли мраку, то что значит мы еще хуже, чем мрак? Владимир Путин является абсолютным злом, он на нас напал беспричинно, и это было неправомочно никаким образом. Понимаете, один и тот же человек в аргументе будет вам говорить, что международное право не существует, что Украина уже не обладала никаким суверенитетом, что тут, соответственно, как вот цитировать, как в книгах, уже сейчас сами западные исследователи пишут, как тут покупались прокуроры западные. То есть, по сути, весь государственный аппарат перешел под внешнее управление, но
не прав Владимир Путин. Вот это будет принципиальное «но». И вот ценность этого «но» на данный момент выше, чем тепло в домах. Вот есть прямая... Просто, смотрите, я здесь даже не говорю сейчас на данный момент, хорошо это или плохо. Я вам просто показываю причинно-следственную связь. На данный момент, на январь 2026 года, ценность вот этого «но» является более высокой, чем тепло в домах и сохранение сохранение того, очень важно, что сейчас еще можно сохранить. С каждым следующим днем сохранить будет можно еще меньше. Но здесь вот то, что мы тоже с вами обсуждали, ловушка игрока в покер, в казино, да, то, что самая разумная стратегия остановиться и уйти, но я что, лох? Я поставлю последние трусы на зеро. Вот примерно так оно у нас и происходит. И все это происходит под трагический аккомпанемент, как писал Паустовский о Киеве 18 года, чудовищный апокриф лжи и неудержимой фантазии беспомощных, растерявшихся людей. Это вот про все те истории, которые происходят в публичном пространстве. Почему, выхода не видать в контексте переговоров? Давайте так. Я все равно не понимаю, да, какой нам стереотип навязывали, да, что Запад. Это люди, которые умеют считать деньги. Это люди, которые умеют считать трудодни, да, вот эти рабочие часы, у них даже оплата, там, рабочий час у тебя сколько стоит. Это люди максимально, да, они циничны, но они умеют, котелок варит. Объективно варит котелок. На цифрах мы видим соотношение ущерба, да, который наносится, вот смотрите, Украине. Если кто-то, и вы можете так апеллировать, это же не Европе типа ущерб. Я отвечу, нет, это уже Европе ущерб. Когда нам рассказывает Зеленский о том, что Трамп поднимет зарплаты в 3 раза, о том, что 800 миллиардов выделят на восстановление для того, чтобы Украина процветала, глагол «процветала» на фоне сегодняшней ситуации со светом, с энергетикой, с гривней, со всем, да, это, конечно, кажется особо кощунственное выражение. Но почему не работают объективные аргументы по количеству снарядов и людей, по количеству разрушенных тех или иных объектов и цене их восстановления? То есть нельзя же так, чтобы... Да никто не собирается ничего восстанавливать. Александр, так подождите, а что тогда здесь останется? Погодите. Ничего здесь не останется. Нет, подождите, что значит... Руина. Мы с вами про руину говорили давно. Смотрите, объективно, если пресловутом на той части территории Украины, которая не войдет в состав России, останется минимальное количество населения, необходимого для обслуживания интересов западных компаний, которым уже, в принципе, все тут принадлежит. Все. Так а на территории, которая достанется России, тоже выжженное поле, понимаете? И... Да, это для территории России это выжженное поле, которое ей потом придется восстанавливать. Да. Расходы, простите, расходы являются более... В условиях геополитики деньги – это самый последний аргумент. Вот это ее истина. Меч всегда важнее. Принадлежность территории тебе и недопущение использования территории твоим врагом является бесконечно большей ценностью в геополитике, чем текущие расходы. Так государство, которое ради денег жертвует своей безопасностью, теряет и деньги, и безопасность. Поэтому если для России на данный момент, а то, что России нужно, она восстанавливает. Опять-таки, вы все видели Мариуполь. Вы все видели Мариуполь, да, разрушенный, но восстановленный, то есть полностью. Это по той же самой логике, я напоминаю, Великую Отечественную войну, когда происходило освобождение Минска, Киева и прочих всех других городов, они тоже, к сожалению, возвращались на родину, мягко говоря, не в целом состоянии. Да? Но попробуйте, представьте себе вести аргумент, что, знаете, из-за того, что единственный способ их освободить – это вести боевые действия, то, соответственно, мы должны прекратить это действие. Но это очень слабый аргумент, он не работает, и так никто никогда действовать не будет. Почему не происходят реальные объективные переговоры?
потому что дело не про экономику. Я повторю, это конфликт не экономический. Если бы это был бы экономический конфликт, не знаю, за какой-нибудь нефтяной ресурс, тогда можно было обсуждать. Это конфликт экзистенциальный. Он за идентичность. Позиция России объективно, которую она пытается пока облечь в разные формулировки, чтобы хоть как-то донести или самой себе, или окружающему миру, очень простая. Никакой антироссии на территорию Украины быть не может. Если единственный способ этого избежать, чтобы территории вошли в мой состав, значит, это будет так. Если есть какой-то другой способ, мы готовы его искать. Но проблема в том, что другого способа нет. Россия сама его перепробовала уже сколько раз. Мы с вами много раз обсуждали, почему не может быть другой Украины, кроме как антироссии. Ну, проект ради этого создавался. У него все в этом прописано. Поэтому, вот начиная с Кучмы, оно вот пошло, если мы посмотрим весь трек, начиная с Кучмы к сегодняшнему дню, вот он по направлению все равно направлен на вот то, что вот сейчас потом мы наблюдаем, достигает своего апогея вот в этих выступлениях, господи, омбудсменов на тему того, как нам правильно гнобить русский язык и русскую культуру на территории Украины. По-другому не получается. Это огромная трагедия, на самом деле, опять-таки, и для России здесь другого выхода-то нет. То есть пресловутый ваш вопрос, почему не получается договориться? Россия была бы с радостью договориться. Вы мне покажите политика, который подпишет указ о признании конституционных границ Российской Федерации. Украинского политика. Ну, пускай Европа или Америка подпишет. Они же тоже не горят желанием, не спотыкаются подписывать этот указ. Потому что мы с вами говорим об экзистенциальном конфликте на уровне Украина-Россия или Запад, Россия. А это матрешка конфликтов. Смотрите, есть конфликты, то есть с Западом, поэтому это линии разные конфликтов. Есть конфликт, которого решение про инфраструктуру надо на 97-й год, который тоже ничем, скажем так, пока далек от своего разрешения. Вместо этого речь идет о том, что стороны готовятся к реальной войне в 2030 году, да? То есть там с одной, причем, скорее всего, войне, которая на словах уже готовится к ядерной войне, так, между делом. И на этом фоне есть еще российская внутренняя, вот эта русско-украинская война, которая, мы с вами тоже много говорили, это прежде всего война о своей идентичности, о войне за имя, и в которой тоже предельный компромисс-то невозможен. Понимаете, с точки зрения украинцев, я прекрасно их понимаю. То есть, на мой взгляд, украинские националисты являются весьма последовательными друзьями. Для них любое, скажем так, действие в этой войне миром закончится не может. В лучшем случае может быть некое перемирие. Ну, собственно, это сейчас официальная позиция Украины. Давайте перемирие, заморозка. То, что кодовое название, чтобы лучше подготовиться к следующему раунду. Но поймите, что перемирие всегда выгодно той стороне, которая проигрывает. С точки зрения России, пока она эту войну не проигрывает, зачем ей давать время для усиления своего врага, если там через несколько лет конфликт неизбежен, да? Это вот разница между перемирием и миром. То есть на перемирие стороны идут, когда ресурс войны исчерпан. Ресурс войны в войне не исчерпан. Как вы видите, сам господин Сырский вам заявил, что Россия готова по 1000 дронов в день выпускать. Это ресурс войны. Он не исчерпан. Специально вас, знаете, как в настольном теннисе там гоняю по углам, так я гоняю по уровням. На уровне Украина, Россия окей, но на уровне Запад, Россия... Ну, извините. Что извините? Может, и России выгодно было бы перемирие. Ну, а чего? Нет, России перемирие денежка не бы выгодно. потекла, танкеры бы никто не тормозил, вот это все. Так все равно будут. Нет, Александр, так в том-то и дело. И санкции останутся, и танкеры только будут продолжать. Вы что, гибридную-то войну вообще никто отменять не собирается? Что вы, Александр? Нет. Это все только будет нарастать. Причем во всем мире, во все стороны. Вон у господина Трампа с танкерами нам очень четко все показал, что никто ничего останавливаться тут на этом уровне вообще не собирается. И дело вообще тут не в Украине. Мир вступает в эпоху, горячую фазу, уже мир, наверное, большой 30-летней нашей войны. То есть пока у нас был такой региональный фронт, он постепенно расползался. Вот сейчас мы ходим на новый уровень. Опять-таки, ни о каких... То есть, если серьезно, внутреннее мироощущение России, которое реально есть, а не про которое Дмитрий в Твиттере пишет, санкции – это навсегда. Весь российский бизнес готовится выживать в условиях санкций, это навсегда. Поэтому передышка на данный момент России объективно невыгодна. Ну, то есть, экономически это ее не усиливает, к сожалению. То есть, может быть, хорошо было бы, но нет. Более того, вообще экономически мы все падать будем в ближайшие годы. А с военной точки зрения, так ее ослабевают окончательно. Пока, опять-таки, с военной точки зрения, Европа больше теряет, чем Россия на этом фоне. Еще так и репутационно с каждым годом. Просто сравните положение России в 26-м против 22-го.
Или даже в 26-м против 25-го. Опять-таки, медленно, но оно с точки зрения разрешения этого большого конфликта становится лучше. Да, огромной ценой. И вот здесь вот очень важно понимать. Вы правильно подчеркиваете проблему внутренней устойчивости. Но здесь проблема внутренней устойчивости у всех. Можно сколько угодно на них спекулировать, но мое мнение, знаете, примерно в том, что жизнь покажет. Тут было, например, в России очень много популярно оценивать внутреннюю устойчивость украинского общества. Но это же бессмысленно. То есть тоже приводилось много рациональных аргументов, ну вот вы, в частности, их приводите, но это же самоубийственно. Тем не менее, в условиях той войны, которую ведет украинское общество, в условиях того беспрецедентного рабского ТЦК, в условиях вот этого всего, пока критическая зона устойчивости не пройдена, оно все равно остается достаточно устойчивым. Да, менее устойчивым, чем, допустим, в 25-м, но все равно достаточно устойчивым. То же самое американское общество. Оно сейчас более, как вам кажется, устойчиво в 26-м или менее, чем в 25-м, но очевидно, что менее. Медленно, то есть сдвиг не критический пока, но сдвиг происходит в эту точку. А дальше вопрос, что на самом деле никто из аналитиков, вот вам честно скажу, не знает, где там эта соломинка, где там это рисовое зерно, которое ломает вот это квантовое состояние перехода из критического в некритическую. Мы привыкли думать, что оно линейно работает. Я сейчас договорю. Мы привыкли думать, что оно линейно работает. На самом деле сейчас, даже те, кто серьезно пытается этим заниматься, приходят к неутешительному выводу, что этот скачок переходит квантово. То есть он скачкообразно переходит, предсказать невозможно. А если предсказать невозможно, то вы и в расчет это вкладывать не можете. Вы надеетесь просто, что у вашего оппонента этот скачок произойдет раньше. И дальше возникает вопрос. Можно ли, скажем так, снизить для себя риски этого скачка? Ответ – да, возможно, что цена, но цена должна быть для вас, как вам объяснить, приемлемо в моменте. Если цена снижения потенциального непрогнозируемого, неконтролируемого риска в моменте гарантированно ведет к увеличению вашей нестабильности, да, то на такую цену никто не пойдет. И вот почему это важно, Александр? Простите, это была немножко теория игр и немножко теория международных отношений. Потому что, смотрите, мы не знаем на прикладном уровне, в какой момент будущего произойдет квантовый скачок украинского общества в сторону полного хаоса, да? На месте, допустим, господина Зеленского. Но мы точно знаем, что в тот момент, когда он подпишет единственное реальное условие окончания войны, он гарантированно вторгает это в хаос. И тогда получается, что у вас самое разумное... Напоминаю, Александр, гарантированное условие – это Стамбул плюс. Вот пообщайтесь снова с другими своими спикерами, что они реально думают о Стамбуле плюс. Стамбул плюс – это, напоминаю, все условия жесткие по военке, дипломатии, внутреннему устройству из Стамбула, плюс юридическое признание 5 регионов. Это в полных административных границах. Безо всякого теребоньканья на Запорожскую АЭС и прочие разные интересные истории. Вот это реальность, с которой никто смиряться не готов. И это, опять-таки, я психологически это понять могу. Тот человек, который это подписывает, он гарантированно переводит в худшее состояние. Поэтому пинать по дороге. Кстати, с точки зрения России то же самое. Да, возможно, продолжение войны рано или поздно перейдет к той точке напряжения, когда произойдет вот этот скачок. Но если она сейчас подписывает похабный, позорный мир, условную сделку, то это гарантированно усиливает в ней нестабильность, понимаете, без каких-либо плюсов. Потому что, повторюсь, санкции, атаки на танкеры, стратегическое удушение, стратегию национальной безопасности США никто не отменял, конфликты, торговля, океан, Арктика, это все остается, да? И в этом слове вы еще добровольно скидываете свое военное преимущество, не достигнув тех целей, которые вы сами провозгласили, не получив никаких выгод. Это вы гарантируете себе поражение. С Европой то же самое. Да, условно говоря, продолжение этой войны может привести к тому, что Украина рухнет окончательно, будет вертолет над Сайгоном, Трамп вообще Гренландию аннексирует. Но для конкретного европейского политика здесь и сейчас пойти на реальные условия мира, похоронить себя здесь и сейчас. Понимаете? Вы никогда рационально такое решение не примете. Такое решение может быть... Может, нет... научной поддержки. Вот смотрите, опять-таки... Это не про науку. Смотрите, нет, Александр, это очень важно. Это не про науку. Это про политику. Это про политику, которая там поэтически называют искусством возможного. Нет, это про политику в ее, реальном прикладном варианте, специфике, понимаете?
То есть я не могу понять, да, там, вот начнется хаос, вот начнется... Это вот как Зеленский, помните, нам говорил, это прям его. Вот Зеленский станет президентом, доллар по 45, будет война, ничего не будет. И сейчас ему это вспоминают, понимаете, в чем дело? Да. Так почему остановить войну? Почему Потому что признать Александр, означает хаос запустить? Вот, понимаете, в чем вопрос? Нет, Александр, При потому что таком вы... силовом аппарате, при таком положении людей, при всем при этом, почему вот почему такая есть уверенность и почему это константа, что не найдется нормального политика, а его люди не поддержат, и он скажет: все, пошли вон. Тимошенко схватили за жабры, она вышла и говорит: фактически фашистский режим. Все и сели на задницу, говорят: как это? Тимошенко на Зеленского фашистский режим. И говорит: я буду оставаться здесь, а ее ж там типа: ты уедешь, ты сбежишь. Она говорит: нет, я останусь здесь, пока этот фашистский режим страну не освободят. Сразу у всех вопрос немой на лице. Кто освободит? Кто должен освободить страну от фашистского режима? Ну, у нас в истории есть только одни освободители от фашистского режима. И Советский народ, сейчас ведет... Да, с ними Украина сейчас ведет войну. Так, это между делом. Смотрите, причина почему, опять немножко теории. Потому что, первое, из прикладного, не забывайте, что как раз силовому аппарату война выгодна на данный момент. Элитным реестровым казакам война выгодна. Они вон в модных усах вам рассказывают о том, как правильно родину любить, и у них все очень хорошо по жизни, да. А мнение крепаков в системе никого никогда не волнует. Почему никто не будет это подписывать? Потому что в тот момент, когда господин Зеленский принимает ответственность за поражение и капитуляцию, напоминаю, это единственный способ остановить войну, он как раз в глазах всех вот этих модных людей с усами становится тем самым лохом, тем самым лузером, которому, простите, подчиняться уже это. То есть он сторону к вашему вопросу от конкретики к общей теории. Понимаете, вы подняли очень важную тему. Почему? То есть, может быть, наука поможет. Наука не поможет. Я вам прямо это скажу. Наука вам может, вот как я вам тут делаю... Нет, смотрите, наука вам может много чего объяснить. Это правда. Вот она, например, эту картину вам разложит. Но наука не может заставить человека принять сверхрациональное решение. По сути, потому что, давайте вот если вот снимать покровы, вы говорите о том, почему у нас не найдется критическая масса людей во власти, которые самопожертвование совершат ради общего блага. Вот о чем вы, по сути, меня спрашиваете. Ответ. Потому что самопожертвование совершается не из рациональных соображений, а из сверхрациональных соображений. То есть люди жертвуют собой чем-то не по рациональным причинам, а по сверхрациональным причинам, такие как любовь, честь, достоинство, вера. В празднике Крещения стоит об этом говорить. А у нас во власти люди, у которых высшей ценностью, и здесь хорошо закольцовывается к господину Трампу, являются они сами. И мы их такие, простите, и здесь вина не к ним, потому что в массе своей мы такие же. Мы вполне себе заслуживаем таких людей. Мы сами в массе своей, по-настоящему, если припереть нас к стенке, тоже скажем, что я сам себе тут источник морали, у меня есть тут одно мерило, мое собственное слово, цитирую господина Трампа, и вообще, что вас ограничивает? Я сам себя ограничиваю. То есть высшая моя ценность, высшая моя этика являюсь я сам себе. Да? А это, простите, ничем не отличается от разделяемого «бери от жизни все». Никто никому ничего не должен, никто никому ничего не нужен. Так, простите, с какой стати такой человек, он по вере своей живет. Поэтому, если ему в угоду себе нужно принести всех остальных в жертву, он это прекрасно и сделает. Вопрос, а вы от него... Где живет? Что где? И среда, в которой он живет. Я не он думаю, что Трамп, да, как проводник вот этой этики, то, что вы зацитировали, да, он позволил бы, чтобы его страна находилась в блэкаутах, в убийствах и позволил бы. Я не думаю, что он... Я уверен, что позволил бы. Если мы смотрим на его бизнес-историю, вообще-то надо понимать, что большая часть производства господина Трампа закончилась банкротством. В нашей метафоре это примерно то же самое. Простите, то есть если мы находимся на уровне предпринимателя, да, то вот то, что вы описываете, это и есть примерно то же самое. То есть ваше дело доходится до банкротства, когда ваша схема скрывается, да, там что-то не строится, господи, Трамп умудрился казино обанкротить.
Понимаете, да? Казино обанкротить. Казино. Да, это действительно было выдающимся достижением, поэтому короткий ответ – да. Просто, поймите, Америка как бы пожирнее, у нее ресурса побольше, плюс Трамп все-таки исходит из того, что сначала надо попытаться рэкет с других собирать. Тут да, тут он пользуется вот этим, пытается собирать, скажем так, прибыль с других казино. Но вот на ваш вопрос, если представить, помыслить ситуацию, что у Трампа встанет вопрос благополучия США или его эго, поверьте, благополучие США будет первым, что пострадает. Кстати, тарифная война это показала. От тарифной войны благополучие США вообще нигде не выросло. Это никак не останавливает. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Что такое совет мира от Трампа? Что бы вы назвали как относитесь? 8% союз в будущей Третьей мировой, 28% таран ООН, бескровный передел мира, 31% мертворожденное дитя вообще что-то непонятное, аморфное, и 33% бизнес-проект, не более. Ну, вот так, да, наша аудитория отреагировала. Примерно, как я вам вначале сказал, да. Так что аудитория примерно это чувствует. Да, друзья, значит, большая просьба обратиться к соцсетям Павла Щелина. Вопросов, уйма просто, неимоверное количество. И понятно, что мы там все не пройдем и не успеем. Если хотите задавать вопросы, подписывайтесь на частный канал, там их можно задавать. Вот, ссылки все есть, поэтому мы вас приглашаем, ознакомьтесь и переходите. Я думаю, что это отлично и поддержать Павла. И, я буквально несколько вопросов хотел сегодня задать вам из закрытого клуба в Телеграме, из сообщества, чат, возможно. Но прежде задам свой от себя, пользуясь своим положением. Сегодня, видео опубликовали с Константиновского направления. Женщина на снегу пишет: прошу хлеба, да, крупненько. Значит, украинский дрон украинские военные сбрасывают пакетик с хлебом, да, этой женщине, она старенькая, пожилая, где-то в одном из сел. Сбросил. И потом следующий кадр, да, в общем, прошу хлеба, а дальше уже спасибо пишет. Я вам честно скажу, хотел с вами этот эпизод обсудить. И, возможно, это очень важный момент, все-таки крещение, все-таки это момент этого человеколюбия, да. Понятно, что все понесли, класс, там, военный поддерживает гражданского, эту бабушку, которая сейчас это новая мода, дроны летают, хлеб можно сбросить, какой-то груз. И все говорят, мол, милосердие и так далее. Но то, что кажется ситуативным милосердием, в большем пределе, на большем диапазоне, кажется же кошмаром и издевательством. Издевательством над пожилыми людьми, которые живут в войну и просят так хлеба, а им даже не привозят, не дают, потому что современная война ты даже не можешь привезти и дать. И это касается и одну сторону, и вторую сторону. Получается, получается, что эта война, мы сейчас пришли к этому перелому, который вычеркивает человека, его прошлое, его заслуги, его желания и, его самого. Смотрите, просто важный комментарий. Дай бог, я не знаком с этой историей, полагаюсь на ваши слова. Дай бог, что действительно дело обстоит так, как оно обстояло. Единственное, что снова призову уважаемых зрителей, это я всегда так делаю, когда меня спрашивают комментировать какое-то видео. Здесь действительно не важно для меня с какой стороны, что мы живем в эпоху ИИ, мы живем в эпоху видео, будьте аккуратны. Большая часть видео, которое вы видите, надо проверять, верифицировать подлинность. То есть это, поэтому мой комментарий к любому видео не означает мое согласие с тем, что оно реально случилось, но в данном случае давайте представим, что оно случилось, я вам поверю, и что я вижу в этой истории. В этой истории, конечно, лучше сбрасывать хлеб, чем бомбы. И, к сожалению, мы видели слишком много в прошлом году, повторюсь, историй, когда людям, которые с белым флагом пытались эвакуироваться из Купянска, из Константиновки, из Покровского в разные в сторону Российской Федерации, от украинских дронов прилетал не хлеб, да. Поэтому дай бог, чтобы эта практика изменилась, мягко говоря. Если говорить о этой трагедии, то, конечно, это огромная трагедия этих людей, которые всю жизнь работали на советском Донбассе. Потом
были объявлены, были объявлены ватниками, сепарами и прочим, то есть ненужным биоматериалом. И к ним, собственно, в принципе, ждунами, как это подробно описывает украинское общественное мнение, да, и, в принципе, к ним такое отношение и сохранилось. Это не дело в том, что война чем дольше идет, тем дольше это меняется. Я бы сказал, что в каком-то смысле вот это семя, оно и служит одним из корней того, как эта война состоялась. То есть Украина, действительно, ее государство вообще не тем вот этим людям, которым подобных вот этой бабушке, в ней объективно нет места. В Украине вообще мало кому места остается, если уж по-честному, да, то есть Одессе сейчас как бы и без войны много что видно, что мало что и мало кому в ней есть место. Я имею в виду там в Киеве, как оказалось, Булгакову нет места в Киеве. Кто бы мог подумать, да? Да. В принципе, это история ровно о том же, и на человеческом уровне тут можно только помолиться за эту женщину, пожелать, чтобы она дождалась своих, кто бы не был бы для нее своими, и чтобы они смогли о ней позаботиться. Это вот такая трагедия. Да, друзья, давайте будем дожидаться своих. На следующей встрече с Павлом Щелиным обещаю, да, максимум ваших вопросов, максимум общения. Павел, еще раз вас с крещением Господним. Всего самого доброго. И благодарю за время и мысли. Всех вам благ, Александр. До связи. Берегите себя. Давайте все-таки быть своими друг другу. Добра и света.